Здравствуйте, уважаемые зрители! Как не дать замерзнуть деревенскому дому зимой в отсутствие хозяев? Как сохранить урожай в подполе и не дать ему замерзнуть? Можно ли управлять домом через смартфон? Сегодня я поделюсь с вами своим опытом умного дома и попробую собрать систему поддержания плюсовой температуры в подполе и в этой комнате. Забыл сказать «поехали». Поехали! Иногда нам приходится уезжать и оставлять наш уютный дом, скучать в одиночестве. В зимнее время дом может замерзнуть. Замерзнуть может вода, которую я провел в дом из колодца. И главное, может замерзнуть урожай, который выращенным трудом моей любимой жены. Этого мы допустить никак не можем. Что у меня есть? У меня есть конвекционный обогреватель. У меня есть обогреватель типа пушка. У меня есть электронный термометр с внешним датчиком. Датчик я специально удлинил, повесив его на провод длиной, наверное, метров 5-6. Поначалу я сомневался, не повлияет ли такая длина кабеля на его показания, но нет, вроде бы все он показывает как нужно. И вот сейчас мы видим, что температуру он показывает почти одинаковую и наверху, и на датчике. И главное, у меня есть две умные розетки и довольно-таки умная видеокамера. На самом деле я уже несколько лет пользуюсь системой «Умный дом», но о ней я расскажу в другом ролике. Мы находимся в подполе, где проходят коммуникации водоснабжения. Я разместил обогреватель в одном углу подпола в надежде на то, что он сможет обогреть и дальний угол, где у нас хранятся наши немногочисленные запасы. Обогреватель я втыкаю вот в эту розетку, но это не просто розетка, это не силовая розетка. Это розетка, которая выходит наверх, и наверху заканчивается вилкой. Я могу воткнуть эту вилку туда, куда мне будет удобно. Обычно эта розетка используется для греющего кабеля. Вот этот красный провод – это греющий кабель. Греющий кабель тянется до самого колодца. Но сейчас нам греющий кабель не понадобится. И мы будем использовать ту же самую розетку для нагревателя. Датчик температуры я помещу в другой угол, так чтобы быть уверенным, что температура поднялась и здесь. Если здесь будет плюс, то там, где находится у нас обогреватель, однозначно температура будет выше. Так, ну что ж, попробуем собрать все воедино. Так, это у нас одна умная розетка. Так, это вторая умная розетка. Вот проблема в том, что рядом они не становятся. Это вторая умная розетка. К ним мы подключим конвекционный обогреватель, который будет обогревать у нас комнату. Он еще включен, его надо выключить. Пока мы его выключим. Сюда мы подключим, к другой умной розетке мы подключим обогреватель, который будет обогревать нам подпол. А сюда мы подключим видеокамеру. Ничего тут не влезает. Неожиданно выяснилось, что умные розетки из-за своего размера плохо встают в удлинитель. Я не могу их поставить рядом, и питание камеры уже сюда не помещается. Поэтому я сделал еще одну розетку, и сейчас с ее помощью я попробую собрать всю эту конструкцию. Так, итак, одну мы вынимаем.
вместо нее мы поставим вот эту мою конструкцию. Тоже плохо. Итак, я окончательно собрал всю систему, и давайте посмотрим, как она работает. У меня две умные розетки, которые управляют обогревателем в комнате, включают обогреватель, который находится у меня в подполе. Помимо обогревателя, одна из умных розеток включает у меня лампочку. Для чего это сделано? Дело в том, что термометр имеет такой экран, что его ночью не будет видно, поскольку смотреть на термометр мы будем с помощью вот этой видеокамеры. Видеокамера в темноте включает инфракрасную подсветку. И эта инфракрасная подсветка полностью засвечивает весь экран. Вот для того, чтобы ночью я мог в темноте увидеть показания термометра, я буду включать подсветку. Подсветка будет включаться вот таким образом. Сейчас я захожу в приложение, которым я буду управлять. И, например, я включаю сейчас. Давайте я ее переверну, чтобы вам было видно, как лампочка включится. Сейчас я ее поверну сюда. Я включаю обогреватель, который находится в комнате. Оп. И одновременно с ним у меня включается лампочка. Эта лампочка будет светить у меня на термометр, и я буду видеть показания. Хорошо, я выключаю обогреватель в комнате. Вместо него я хочу включить обогреватель, который находится в подполе. Ну вот так оставим. Пусть потребляет киловатт. Я думаю, этого должно быть достаточно. Вы посмотрите, я еще вижу здесь показания потребления, сколько он потребляет. Хорошо. Теперь самое интересное. Давайте лампочку поставим, как она должна стоять, освещая нам термометр. Теперь давайте посмотрим, как я буду проверять температуру. Для этого я захожу в видеокамеры. Вот, на экране я вижу Сейчас видеокамера еще разговаривает. Отключим-ка ей звук. Видеокамера смотрит на термометр. Я вижу его показания. Видеокамера еще умеет поворачиваться. Вот. Сейчас показания видны. Видны они не очень хорошо, поэтому я, например, сейчас возьму и включу подсветку. Так, я включу подсветку. Вот, загорелась лампочка, включилась. И сейчас я посмотрю, что у меня будет на экране. Вот, заработала видеокамера, она сейчас смотрит на термометр. Я покажу поближе. Термометр хорошо подсвечен и очень хорошо виден. Я его немножко поверну так, чтобы он прям, чтобы камера прям смотрела четко на него. Вот. Кроме того, видеокамера у нас, конечно, будет выполнять функции охраны. Она будет смотреть у нас на входную дверь. И если злоумышленник подойдет, она обязательно запишет весь его портрет и пришлет его мне. Вот такая у меня получилась интересная система. Что будет в реальности, я напишу в комментарии, попробуем, испытаем, проверим, как это будет у нас работать. Прошло 3 дня. Сейчас я нахожусь в городе, дом наш пустует в одиночестве, и сейчас я хочу посмотреть, какая температура у меня в доме, в подполе, и при необходимости я включу обогреватель. Для начала я сразу, поскольку сейчас темно уже, я включу подсветку и зайду в камеру и посмотрю, что у нас показывает. Да, вот я вижу, что в подполе у нас 6 градусов, в доме 7. Ну, пока включать обогреватель не будем, пока плюсовая температура. Пока мы оставим температуру такой. Еще одну важную вещь, которую я не учел с самого начала, которую нужно будет в будущем учесть. Дело в том, что при изменении температуры, при падении температуры может выпасть роса. Это называется точка росы. Наступает момент, когда из окружающего атмосферы выпадает роса. Это не очень хорошо, поскольку будут мокнуть наши овощи, фрукты, которые у нас хранятся в подполе. Вот. Но чтобы учесть
правильно выбрать температуру, которую поддерживать в подполе, нужно знать влажность. Вот, влажность я пока не знаю, для этого, видимо, нужно будет приобрести устройство для контроля влажности и температуры. Такое есть в системе «Умный дом», и в будущем я его применю и посмотрю, что из этого получится. Спасибо за внимание.